Jennifer Leclerc, back with another episode of Breakthrough. Добрый день, с вами Дженнифер Леклер и программа «Прорыв». I want to go deeper today into Jezebel vows, covenants, and soul ties. Сегодня я хочу поговорить подробно о заветах, клятвах и душевных связей Иезавели. Let's talk about this word toxic, because when you align with Jezebel or when you're in close relationship with Jezebel, toxicity will begin to manifest. Давайте обсудим такое слово, как токсичный, потому что когда ты имеешь дело с Иезавель, то эта токсичность, это отравляет. Now, I think we all have an idea of what toxic means, but I like to look at the actual definitions of words. Я думаю, что мы все знаем, что означает слово «токсичный», но давайте посмотрим его определение. What's so interesting about this word toxic is that it describes Jezebel very accurately. Удивительно, но слово «токсичный» очень четко описывает Иезавель. Toxic means containing or being poisonous material, especially when capable of. Токсичный означает ядовитый материал или материал, который содержит яд, который способен When capable of causing death or serious debilitation. привести к смерти или серьезному заболеванию. Toxic also means extremely harsh. Токсический также означает чрезвычайно жестокий. Toxic means malicious or harmful. Токсический означает злокачественный или вредный. Toxic churches, relationships, and workplaces can be deadly to your spiritual growth. Токсические церкви, токсическое место работы и отношения могут приносить тебе смертельную опасность. Jezebelic relationships or toxic relationships can also be really harmful to your soul. Отношения с Иезавелью или токсические отношения могут представлять очень сильную угрозу и вред для твоей души. Some years ago, I spent nearly a decade working in an environment that was extremely toxic. Несколько лет назад я около 10 лет работала в атмосфере, которая была очень токсичной. The leadership of this company was Jezebelic. Руководители этой компании были под действием духа Иезавели. For example, I didn't have a single vacation for almost a decade, even though every other employee in the company was on vacation every year. Например, в течение 10 лет у меня ни разу не было отпуска, тогда как другие сотрудники каждый год уходили в отпуск. This was toxic. Это токсичное. The leadership one time began to accuse me of just working there to build up my ministry. Однажды руководство компании обвинило меня в том, что я работаю у них только для того, чтобы выстроить свое служение. Listen, Jezebel always uses accusations to control you. Послушайте, Иезавель всегда использует обвинения, чтобы вас контролировать. In this company that I worked for, there were constant, unreasonable expectations. В этой компании, где я работала, были постоянные необоснованные ожидания. There was also massive jealousy against me because I made more money than most of the other people. А также мне очень сильно завидовали, потому что я зарабатывала больше, чем другие люди в компании. This company, there was a major violation of boundaries. I was expected to be at work at 5 a.m., 10 p.m., all the time. Эта компания постоянно нарушала все разумные пределы. Они думали, что я должна работать в 5 утра ночью, работать в любое время. Now listen, it wasn't just toxic for me. The entire culture was toxic. Это не было только токсичным для меня. Вся культура компании была токсичной. They had a very difficult time keeping employees. And the employees they did have had a lot of personal problems. Они не могли удержать сотрудников, а тех, кто работал у них долго, имел постоянно личные проблемы. This was a toxic environment because Jezebel was at the head. Токсическая атмосфера была связана с тем, что в руководстве была Иезавель. Now, I had actually formed a soul tie with this place. Но у меня на самом деле была душевная связь с этим местом работы. You can create soul ties with people or places or even things. Вы можете иметь душевные связи с человеком, местом или даже с вещью. I've developed soul ties with churches, obviously with companies, with careers. У меня были душевные связи с церквями,
с работой, вообще с карьерой. Now, the Bible doesn't use this phrase soul tie expressly, but it is a biblical concept, and I'm going to show it to you in the Bible. В Библии конкретно слово «душевная связь» не используется, но там есть эта концепция. Я покажу вам эти места в Писании. And the reason why we're focusing so much today on soul ties is because Jezebel, or people operating in a spirit of Jezebel, want to create a soul tie with you. Почему я так много времени уделяю сегодня душевным связям? Потому что люди, которые под духом Иезавели, сама Иезавель, они стремятся заполучить эти душевные связи. There are at least 4 ways that you develop soul ties. Есть 4 пути создания душевных связей. Number 1. A soul tie happens when people's souls are knit together because of close relationships. Душевные связи создаются между людьми, когда они нуждаются в друг друге из-за близких отношений. Anytime you spend a lot of time with people, you talk and share personal things with people, you are positioning yourself to create a soul tie with that person. Когда ты проводишь с человеком много времени, вы постоянно общаетесь, и тебе нужно это время, ты открываешься перед ним, говоришь какие-то тайные вещи, то тогда появляются вот эти душевные связи. Soul ties can be healthy between friends or spouses or family members. Они могут быть здоровыми, например, между членами семьи, между супругами, между друзьями. But soul ties can also be extremely toxic. Но душевные связи также могут быть крайне токсичными. In 1 Samuel chapter 18, verse 1, 1 Царство, 17 глава, 1 стих. we see the concept of soul ties in the Bible. Мы видим пример душевной связи в Библии. The Bible says, "Now when he had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul." Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоанафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоанафан как свою душу. So a soul tie comes when hearts are knitted together in love. Душевные связи приходят, когда сердца объединяются в любви. And Paul the Apostle spoke in one of his epistles. He said, "Let your hearts be knit together in love." Апостол Павел пишет одному из апостолов: «Пусть ваши сердца будут вместе в любви». So there was a soul tie between Jonathan and David that was healthy. Между Давидом и Иоанафаном была здоровая душевная связь. Number 2, Второе. a soul tie can form during intimate relations between a man and a woman, or two people. Душевные связи могут появляться во время близких отношений между мужчиной и женщиной, между двумя людьми. Let me show you this in the Bible. Позвольте привести это в Библии. Ephesians chapter 5, verse 31. Ефесянам 5:31. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Посему оставит человек отца своего, мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. One of the reasons why divorce is so hard is because a soul tie has been created. The two have become one. Почему так тяжело людям пережить развод? Потому что у них есть душевная связь. Они стали уже одним. Number 3. Третье. A soul tie can form when you make vows or covenants with someone. Душевная связь создается при клятвах и заветах. You have to understand that Jezebel is a covenant-breaking spirit. Нужно понимать, что дух Иезавели – это дух, разрушающий заветы. Jezebel will work to create a soul tie with you, but then later use it, twist it, manipulate it. Иезавель будет стремиться построить с вами душевную связь, но потом она все это извратит и будет вами манипулировать. Any covenant you make with someone operating in a Jezebel spirit will not last. Завет, заключенный с человеком, который под действием духа Иезавели, не будет сохранен. It will be toxic. Он будет для вас токсичным. You have to understand that if you enter into covenants with people too quickly, you're putting yourself in danger. Нужно понимать, что если ты очень быстро заключаешь завет с людьми, то ты подвергаешь себя опасности. Be careful not to enter into covenants too quickly. Пожалуйста, будь осторожен, быстро не заключай заветы. Number 4, Четвертое. soul ties with spirits.
Душевные связи с духами. This is where you get into inner vows. Это когда ты говоришь внутренние клятвы. You can make vows with spirits by saying things like, I'll never let anyone hurt me again. Ты можешь поклясться духом, например, сказав: «Я никогда никому не позволю ранить меня». I have a whole teaching on inner vows, and maybe sometime in the future I'll share more deeply on that topic. У меня есть целое учение о внутренних клятвах, и, возможно, когда-то я вам подробно об этом расскажу. But let me tell you a story that gives you a very clear example of soul ties with spirits. Я хочу привести вам очень понятный пример душевной связи с духами. One time I was going to a very toxic church. Одно время я посещала очень токсическую церковь. I've told you about this in past episodes, that the leadership had a Jezebelic influence. Я вам уже об этом рассказывала. Лидеры церкви были под влиянием духа Иезавели. It was a very, very controlling environment. Это была очень контролирующая среда. One time they were having a school on a Saturday. Одно время они проводили школу по субботам. I had paid to go to the school over a number of weeks. Я заплатила за несколько недель школы. But on that particular Saturday, I needed to spend some time with my daughter. Но в одну конкретную субботу мне нужно было провести время с дочерью. So I chose on that day to put my family over the school. В тот день я решила, что для меня семья важнее. Well, the leadership of the church was very angry. Лидеры церкви были очень рассержены. One of the pastors, my mentor, began to leave me phone messages that were very nasty. Один из пасторов, который был моим наставником, он меня просто закидал голосовыми сообщениями. Они были просто ужасны. When I got home and checked my messages, there was one after another, using scripture to rebuke me. Когда я вернулась домой и посмотрела свой телефон, там было одно за другим сообщение с кучей мест писаний для того, чтобы меня осудить. Only because I missed one class because I needed to spend time with my daughter. Только из-за того, что я пропустила один урок, чтобы провести время с дочерью. And this was a voluntary class. И это был класс, который мы посещали добровольно. I was so hurt. Меня это так сильно ранило. I remember climbing up in my bed and just praying and feeling sorry for myself. Я просто доползла до кровати, легла, молилась, и мне было себя очень жалко. All of a sudden I heard a voice, and the voice said, I'll never let anyone hurt me like that again. И внезапно я услышала голос: «Я никогда не позволю себя снова так ранить». I heard that voice so clearly. Я так четко услышала этот голос. I didn't know it at the time, but now I know it was the voice of Jezebel. На тот момент я не знала, кто это, но сейчас я знаю, это был голос Иезавели. Jezebel was trying to get me in a moment of weakness to make a covenant, make a vow with the Spirit. В момент, когда я была слаба, Иезавель хотела построить эту душевную связь с ней, чтобы я заключила этот завет, поклялась. Jezebel wanted to be my protector. Иезавель хотела стать моим защитником. Here's the thing, only God is our protector. Но суть в том, что только Бог наш защитник. The only spirit that you should seek to protect you is God. Единственный дух, у которого нужно искать защиты, это Бог. Thank the Lord that I did not repeat those words or even come into agreement with those words in my heart. Слава Господу, что я не повторила за ней эти слова и не согласилась с ними в своем сердце. I rose up in my bed and I said, no. Я встала и сказала «нет». It was not the voice of God. Это не был голос Божий. And I'm grateful that even though I didn't understand all of these things of the Spirit, И я настолько благодарна, что несмотря на то, что я не понимала многих духовных вещей в тот момент, I knew that it was not the voice of God and I rejected it. но я знала, что это не голос Божий, и поэтому я его отвергла. I talked to you about how you could also have soul ties with places and with things. Я расскажу вам также о том, как человек может построить душевные связи с местом или вещами. Sometimes you just don't want to leave a place. You don't want to leave a city or you don't want to leave a certain workplace. Иногда ты просто не хочешь уехать из одного какого-то города или уйти с работы. Sometimes our identity gets so wrapped up in what we do that when it's time to move on, we have a difficulty.
Иногда наша личность настолько переплетена с тем, что мы делаем, что нам трудно двинуться вперед, нам трудно расти. I remember staying in a church 2 years longer than I should have, staying with a company 2 years longer than I should have, because I had created a soul tie and wrapped up my identity in a place. Я помню, как в одной церкви я оставалась на 2 года дольше, чем следовало бы. То же самое было и с работой. Я оставалась там на 2 года дольше. Я построила душевные связи с этим местом, которые вплелись в мою личность, в мою суть. Now you have to understand that soul ties can be one-sided. Нужно понимать, что душевные связи могут быть односторонними. Have you ever seen a young man who was just infatuated with a young girl? Например, вы видели ситуацию, когда парень безумно влюблен в девушку? Maybe this young man is just so in love with this young woman. Возможно, он просто так сильно в нее влюблен. He thinks about her all the time. Он все время думает о ней. He buys her gifts. Он покупает ей подарки. In his mind, she's the one to marry. И в его понимании это та самая. He has created a one-sided soul tie with this woman who doesn't want anything to do with him. Он построил одностороннюю душевную связь с этой девушкой, которая вообще ничего не собирается делать. I've had people form one-way soul ties with me. Я знаю, что были люди, которые построили односторонние душевные связи со мной. When this happens, it's dangerous because they can start to look to you before they even look to God. Это опасно, потому что люди в такой ситуации начинают больше искать себя, чем Бога. They can begin to idolize you. Они могут начать тебя идеализировать. You have to understand and remember that Jezebel wants to create soul ties with you. Нужно понимать, что Иезавель стремится построить с тобой душевные связи. People operating in a Jezebel spirit, they will seek to draw information out of you so that you can become intimate friends and be in close relationship, but their motives are wrong. Нужно понимать, что люди, действующие в духе Иезавели, они будут пытаться вытащить из тебя информацию, чтобы ты стал чувствовать, что он тебе близок, ему доверять, но мотивы их нечисты. Soul ties are real. Душевные связи реальны. I believe the reason why Samson fell to the Philistines was because he had a soul tie with Delilah. Я думаю, что Самсон попался филистимлянам именно из-за душевной связи с Далилой. We see this all through the Bible. If you pay close attention, you'll see it. Мы это видим в Библии. Если ты обратишь внимание, то ты это заметишь. Now, we've laid a very strong foundation for soul ties in this episode. In the next episode, we're going to take a look at unhealthy soul ties. Итак, у вас теперь есть очень хорошее представление о том, что же такое душевная связь. И на следующей программе мы поговорим о нездоровых душевных связях. What does a toxic soul tie, what does a Jezebelic soul tie look like? Что такое токсические душевные связи? Что из себя представляют душевные связи с Иезавелью? Many times you don't know until you know. Очень часто ты не знаешь, пока ты с этим не столкнешься. The church I was in many years ago, I had no idea that that wasn't what church was supposed to look like. Когда много лет назад я была в такой церкви, я даже не знала, что церковь не должна так выглядеть. I was a baby Christian when I started going to that church. Я была новообращенной, когда начала посещать эту церковь. I didn't know enough of the word to know that their behavior was not right. Я в недостаточной степени знала слово, чтобы понять, что они себя неправильно ведут. But over time I studied and I learned, and now I'm going to teach you. Но затем я изучала этот вопрос, и теперь я знаю, я хочу научить вас. Your eyes are going to be open to Jezebelic soul ties in the next episode of Breakthrough. На следующей программе ваши глаза будут открыты на душевные связи Иезавели. I'm Jennifer LeClaire. God bless you. С вами была Дженнифер Леклер. Господь да благословит вас.